Красота. Двойное сцепление стоит, то есть это не коробка автомат, это коробка. Итак, всем здравствуйте. Уже почти сутки за рулем этого прикольного автомобиля. Именно прикольного, не прекрасного, а прикольного, интересного по дизайну. Посмотрите на вот это вот, на инструменты. Погодные условия просто не давали нормально что-то показать, записать поподробнее об этом автомобиле, потому что завтра в это же время мне придется с ним уже распрощаться. То есть этот автомобиль у меня в аренду, пока мне не поставят на учет именно автомобиль, который будет принадлежать мне. Здесь чуть-чуть грязновато. Я заехал, короче, в лес по дрова. Я шучу. Короче, вот так вот сделаем. Вот такая вот. Вот такой вот автомобиль в мини-исполнении. Такой маленький SUV от Hyundai. В чем же он хорош, этот автомобиль? Именно вот этот. Вот так он выглядит. Сейчас он включенный. Именно включенный, не заведенный. Свет горит. Хоть бы дождя не было. Прикольный дизайн. Если честно, очень меня удивил. Удивил и по характеристикам мотора, потому что я, в принципе, на 4 года на таком же моторе поездил. Но в этой упаковочке, скорее всего, здесь электромотор помощнее. Шустрый, быстрый. Дизайн прикольный. То есть для маленькой семьи вот тачка. Вот такой вот дизайн, размерчика автомобиля такого Mazda CX-3, какие-нибудь Citroёn C4 Crosser. Это у нас Hyundai Kona. Что еще в таком маленьком? Типа Kia тоже есть. Sportage, я не знаю, какие-нибудь там мельче модели, чем Sportage. VW, Volkswagen, T-Roc, я думаю. Opel Mokka еще вот. Кстати, вот Opel Mokka размером что-то похожее с этим. То есть вот такой вот компактный автомобиль. Итак, минусы этого автомобиля, конечно же, да, пластик. Тут напичкали столько других ништяков. Но здесь, конечно же, дешевый пластик. Никакой. Вот здесь вот мягенько, а вот здесь пластик. Кожа мягкая, а здесь на руле кнопочки. Красота. Мощники опознают дорожные знаки, опознают автомобили, камеры 360, камера птичьего полета высоты. Вообще, такой я видел на RAV4, на Lexus. Теперь увидел это на Hyundai, потому что у меня еще не было. Это уже Hyundai поколение поновее, 4 года дальше. Мультимедиа стоит от компании Bose. Много сенсоров, много ништяков за среднюю цену. Ну, как бы среднюю. Если по комплектации брать, цена небольшая. А если брать по каким-то твердым пластикам или где-то там шумоизоляция не такая, чем у других каких-то там брендов, то, соответственно, много будут говорить: вот, там так дорого стоит, это же корейская машина. Едет, не ломается, уже проверенные временем двигатели. Я первый раз рискнул, и за 4 года придраться было вообще ни к чему. Немного о нашем комби-инструменте. Если по-правильному говорить, то есть это просто какой-то, просто монитор. Да, здесь у нас монитор номер 2. Не знаю, вот они по размеру, если вот так вот смотреть сверху, да, то есть это вот начинается вот здесь, где глаза видят в руль, да, вот спидометр, тахометр, называйте как хотите, одометр. Погоду показывает, карта вторая дублируется. Вот, сверху камера, тут есть часы. Тут есть на спорт настройки, то есть футбол, хоккей, т.р. Тут можно закрыть, можно открыть, можно нажать кнопочку Home, и откроется вот такая нам штучка, когда поделена навигатор, мультимедиа плюс гибридная установка.
Гибридная остановка выглядит вот так примерно. То есть, когда мы в движении, все это показывает, сколько электромотор киловатт кушает или расходует. Здесь у нас бензин. Бензин сбросил драйвер до 6 литров. Когда я машину перенял, был 7 литров расход на 100 километров. Поскольку автомобиль еще нулевый, сейчас у него 999 километров пробег на автомобиле. 999, понимаете? 1000 километров на автомобиле. Уже я на нем 150 только накатал. Я его когда вернул завтра, уже будет 1100. Когда мы в движении, здесь, соответственно, вот это все двигается, да, то есть показывает зарядку, электромотор, бензин и так далее и тому подобное. Здесь у нас сразу связаны кнопки с мультимедиа, map, навигатор, потом у нас идет радио, звездочку можно под любую функцию ставить. Здесь настройки, setup, коми-инструмент телефона и, соответственно, здесь вот эта подсветка, видите, сейчас синенький, можно делать 64 цвета, можно менять, настраивать как тебе угодно. Здесь у нас на руле переключается круиз-контроль, полосы держать, расстояние держать, радар работает на 4 ступени. Здесь свет, ничего обычного, с туманочками. Здесь у нас связано с мультимедиа, с телефоном, голосовое управление автомобилем. Здесь у нас рычажок для дворников. И, конечно же, когда у нас есть вот кнопка Drive Mode, точнее колесико, и когда мы его перекручиваем, да, то есть у нас эко, спорт и snow для снега, да. В модусе спорт это у нас переключение скоростей, то есть у нас это минус, конечно же, да, или плюс, да, то есть 6 скоростей, коробка реально 6-ступка, тут уже никак не этот. С двойным сцеплением DCT, двойное сцепление стоит, то есть это не коробка автомат, это коробка с двойным сцеплением робот, вот так правильно выражается. Ну и, соответственно, печка, где ничего такого нового, я думаю, для тех, кто за рулем автомобиля 5 лет и выше, и больше стаж. То есть здесь в этом мне и понравилось. То есть классически оформлено все. Вот эти вот кнопочки классненько. Вот так вот раз вверх, как вот кнопочки какие-то там, да, вот так раз. Больше, меньше. Соответственно, здесь нажимаем еще сразу же обогрев зеркал. Камера. Самая веселая кнопка. Нажимаем камеру. Хова! Сверху камера заднего вида. Здесь в меню мы нажимаем камера переднего вида, то есть это что сейчас бампере, и камера с высоты птичьего полета. Пожалуйста. То есть здесь у нас еще под рулем вот такая вот штучка. На драйв ставим, все, коробка включена, мы едем, и автомобиль, видите, едет. Смотрите, какая красота. Вот это игрушка. Так, и все, вот как я рулем рулю, вот рулем поворачиваю, да, и, соответственно, поворачиваются и колеса здесь, да. То есть вот такая вот, сейчас мы поставим на заднюю скорость, еще раз с высоты птичьего полета и едем назад, хоп, красота. Вот такая вот штучка, да, то есть вот эта вот функция, она работает, что-то подобное, как бы вот Insta360, красота, то есть у нас вид сверху есть, камеру, обзор на 360 градусов и птичий полет. Такие вот делишки, да, и видно довольно-таки четко, что там автомобиль проехал и в реале, хоп, и там проехал он, да, все, мы едем, и она показывает. Красота. Вот такой вот небольшой обзорчик. Здесь у нас все что есть. Здесь у нас кнопки регулировка фар, заноса, настройка сидений на 2 человека, то есть сиденье полностью регулируется электрически. Здесь ничего для любителя тоже нового нет. Регулировка зеркал, блокировка дверей, все 4 двери, можно их закрыть, открыть стекла, блокировать, да. Капот, ручник, здесь ручник у нас. Но в принципе, если я машину здесь выключаю, не глушу, а выключаю, то автоматически ручник срабатывает. Вот такой обзорчик. Галерка, вот, пожалуйста, на галерке тут место есть, но, как бы я сказал, это не какой-то большой семейный автомобиль, то есть это такого маленького класса SUV, компактные
автомобильчик такой, да, все-таки, мне кажется, тесновато. Если люди будут по 1,80 м, будет им тесновато. А, кстати, да, вот эта вот штучка, вот эта камера, это сенсор, который наблюдает все время за вашими глазами, когда вы за рулем. И если я во время езды смотрю вправо или влево, здесь пиликает глазка, и он предупреждает, чтобы я смотрел на дорогу, чтобы не отвлекался. Такие вот дела. Сенсоров в автомобиле в этом напичкана, мама, не горюй. Нажимаем кнопку камеры, все это выключается опять на карту, на медиа и на гибридную установку. И когда мы едем в движение, вот стоит, что мы сейчас чисто едем, двигаемся на электричестве. Вот такой вот автомобиль. Я в дороге записываю следующий контент, монтировать следующий контент. Всю информацию по цифрам, по техническим данным на этот автомобиль. Потому что все знать тяжело, головной у нас сорвется. Реально автомобиль очень хорошо напичкан всякими сенсорами, которые помогают безопасно передвигаться по той или иной местности. Соответственно, все это запомнить невозможно. Тут ассистентов сколько, сенсоры, ассистенты всякие. Короче, забегай, посмотри в описании под видео, и там еще увидишь много полезного, плюс ссылочки на другой контент. Все, продолжение следует. Пристегиваемся, ремень безопасности для безопасности, и смотрим, соответственно, вперед на дорогу. Все, продолжение следует.